Это я взяла двух помощниц. Двух помощниц купить мне продукты ко дню рождения. Я боюсь, чтобы они не разнесли в магазин. Все. Уже темно на улице, мы только скупили стаи. 2 часа были в магазине. Кокос. Кокос – это обязательная покупка. У меня доброе утро, утро дня рождения, и Тая мне приготовила подарок. Что там? Сейчас. Ого, что тут? О, класс. Ух ты. Крем для рук. Батончик. Это вот про этот батончик Тая говорила, что ей он очень нравится. Носки. Класс. Папуля, ты видишь, сколько у меня подарков? Резинки. Ух ты. Ай, кто пришел? Алиса, Алиса, это мамин подарок. У мамы день рождения. О, спасибо. Маска, да? Класс, спасибо, Таис. Алиса пришла, говорит утром мне: а торт будет? Торта не будет, будут какие-то конфетки у нас сегодня, хорошо? Нет, торт хочу. Я маме на день рождения готовлю украинский салат. Традиционный, насколько я знаю. У меня тут на кухне повара. Все мне готовят, да? Тая салат свой доделывает, потом покажем, что получилось. А ты что? Смотрю, да, только проснулась. Скажи, Алиса. Все, уже готов салат на шпажках. Осталось только выдавить лайм на него. Вот, я почти все. Очень красиво, боже, боже. Какая красота. Будем пробовать за столом, когда гости придут, да? Да, обязательно. И ты. Но не сейчас. Ты ж помогаешь нам, ты ж уборку сделала в квартире всю. Вот еще один помощник у меня. Тима. Да, Морда? Ты Морда? А еще за это время мы сделали небольшой ремонт в нашей малюсенькой 8-метровой кухне. Вот так вот у нас было. А стало вот так. Сейчас я выйду покажу. Тая у нас развлекается, гоняет по коридору на гироскутере. Соседи снизу просто сходят с ума, потому что звукопроводность ужасная. И малая Каталина боится, думает, что ракета, что бомбежка. Я вот сейчас разрешила, потому что их нет дома. Только поэтому. Мой день рождения, который я в этом году не собиралась отмечать, но небольшой стол накрыла. Сегодня тут все самые близкие пришли меня поздравить с днем рождения. Как говорил Винни-Пух в этот знаменательный день. Хочу тебя поздравить, любимая, с твоим днем. Вот, глаза женщины сияют тогда, когда она любимая любит, чтобы это у тебя продолжалось всю жизнь. А я тебе вот это помогу. Спасибо. Спасибо. С днем рождения. Впечатление слов хочется сказать. Случайно вообще увидели? Счастья женского, самое главное, большого. Чтобы детки тебя всегда радовали, они у тебя чудесные, замечательные. Спасибо. Чтобы ты всегда оставалась такой чистой, открытой, откровенной, доброй, нежной, ласковой и неповторимой. Мы тебя любим. И ты обязательно, и ты с нами, и ты с нами. Ура! Ребят, всем привет! Мы наконец-то в Одессе и идем на мой самый-самый любимый пляж. Посмотрим, можно там выйти на песок или нет. Give me all you've got if you're prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside the lions. I've been feeling down, but I've been looking up, afraid to... Иди сюда, Алис, идем там. Бум! Скажи, прямо в лоб кому-то, да? Не
недавно в сообществе я написала, что снимем мы по вашим заказам вопрос-ответ. И вот сейчас пришли на море, есть немножко времени. И давайте я буду, наверное, читать вопрос. Вот здесь его буду оставлять и на них отвечать, если этот вопрос ко мне. Вопросов немного. Я думаю, что все пройдет быстро. Вот Ронни, наш очень давний подписчик, написал. Как поживает твой папа? Здоров ли он? Как поживает Гена? Умеет ли он зарабатывать деньги сейчас, в это сложное время военное, получается ли у него? Ну, у папы все в порядке, слава богу, он здоров, он на пенсии, не работает он сейчас, ну, в принципе, получает пенсию, сидит дома, помогает нам с мелким ремонтом в квартире, вот, кошку кормит, когда мы уезжаем, с внуками сидит сейчас, вот когда приехали, в общем, у папы все хорошо. Ну, про заработки мужа, наверное, пусть расскажет мой муж. Сейчас тяжело с работой вообще в Одессе, так как муж работает в недвижимости, то с этим тоже тяжело, потому что покупают сейчас жилья немного, люди боятся. Про рынок недвижимости, про заработок. Естественно, все понятно, в какой бы стране не было войны, естественно, заработок недвижимости колоссально падает, потому что люди боятся вкладывать деньги в недвижимость. И полгода, начала войны, вообще реестры были закрыты, недвижимость стояла, продавать, покупать вообще нельзя было, оформлять недвижимость. Сейчас более-менее рынок начал двигаться, но все равно это рискованно, это риск. Вот у Рони тут много вопросов, я читаю, перевожу. Про соседей он спрашивает. У Аси была подруга Ника, но она и есть, просто сейчас далеко. И он спрашивает, как семейство соседей Станкевичей. Они все еще в Одессе. Последнее, что я знаю, что их папа был водителем грузовика в венгерской компании. Но оно так и есть, он уехал до войны, был дальнобойщиком. Вот. И потом, во время войны, где-то, наверное, осенью, вся их семья переехала в Испанию. Квартиру они сдали свою. Вот. И сейчас они в Испании, мы не виделись давно. Я не знаю, Ася общается сейчас с Никой или нет. Так, и еще вот Ронни пишет, расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях от Одессы сегодня по сравнению с 2021 годом. Ну, это как бы вообще считаю, что неуместно сравнивать, потому что сейчас война во всей Украине, все изменилось, все боятся, сирены воют, тревоги воют, прилеты периодически у нас в Одессе, дроны летят иранские, ну, что рассказывать. А по ценам, да, наверное, все еще дороже стало, да? Мне так кажется. Ну, то есть я не могу сравнивать. 21 год был мирный, была у нас тишина и спокойствие, мы все жили хорошо. Сейчас кто уехал, многие очень выехали из моих друзей, из моих соседей. Многие уехали временно, но есть и такие, которые уехали и возвращаться уже сюда в Украину не собираются. И вот в продолжение ответов на вопросы Ронни твои, он спрашивает, как с газом, с электричеством, есть ли ограничения на выезд, есть ли запретные зоны и так далее. Ну, с газом, с электричеством, по-моему, это все знают. Зиму было тяжело, потому что многие жили с отключениями света. У многих, у моих знакомых света вообще не было. Но нам повезло немножко больше, как бы наш район, в центре города, наш дом отключали меньше. Я это рассказывала в одном из моих предыдущих видео. Вот. Ограничения на выезд, да, конечно, все мужчины у нас военнообязанные до 60 лет. Если ты не инвалид и не многодетный отец, то ты не имеешь права выезжать, ты должен находиться здесь, в Украине, тебя не выпустят. Вот. В принципе, ничего в этом плане не поменялось. Сейчас в Одессе у нас полная мобилизация, то есть, в принципе, и на улицах всех вылавливают, и повестки приходят, и шлагбаумы ставят, все идут служить, все идут. Вот несколько человек, в принципе, задали один и тот же вопрос, как у Таи с учебой, учится ли она дистанционно, или вообще как она учится. Ну, пусть Тая сама расскажет. Вот где-то в январе у нас открылась одесская школа, хотя до этого все учились с начала войны только на Zoom. И сейчас, пока мы были в Одессе, я где-то неделю походила в свою одесскую школу, а потом Ура. только Zoom. Да. Ходит она сейчас, пока мы тут дома, ходит ногами в школу. Вот я сейчас поехала, ее забрала со школы, сейчас приехали погулять сюда. Ну, а с учебой как? У всех тяжело. Многие одноклассники ее уехали тоже. В классе сколько таких сегодня было человек? Вообще у нас человек 6-7 именно из моего класса, но нас объединили с параллелью, поэтому где-то 16. Немного. Два класса соединили, потому что их мало. Станислав спрашивает. Вы учились в пищевой академии в Одессе? Мне кажется, что я вас там встречал лет 20 назад. Если я не прав, расскажите, где прошли ваши студенческие годы? Я делаю вывод, что раз меня узнают по пищевой академии, значит, я, в принципе, неплохо сохранилась. Вот. И выгляжу так же. По крайней мере, одногруппников встречают, когда они говорят, ой, Юлька, ты не изменилась. Ну, хорошо, да, училась в пищевой академии. И это, правда, было даже больше 20 лет назад. Заканчивала я виноделие.
технологию бразильных производств. То есть по специальности я инженер-технолог. Ну, вот так. Где вы снимали жилье в Черногории и видела, что Будву вы не советуете? Да, я просто Будву не люблю, а Черногорию мы очень любим и до войны часто приезжали туда отдыхать. Люблю Бока-Которский залив и все населенные пункты по его территории вдоль моря Адриатического. Ну вот последний раз мы жили под Котором. Котор красивый такой городок, а мы жили в маленьком поселке, он называется Доброта или Доброта по-нашему. На букинге обычно находим это жилье. Вот. А Будву не советую, потому что она неплохая, но очень многолюдна. Пляжи переполнены в сезон, лечь негде, я такое не люблю. Мы любим более такие места дикие и безлюдные. Но это, конечно, Бока-Которский залив. Но для кого-то там минус вход в море, потому что там же везде камни, и в основном в море можно спуститься по лесенкам. То есть частные причалы, частные небольшие пирсы, стоят там пару шезлонгов, например, небольшой мини-отельчик, если вы снимаете, или апартаменты. И вы спускаетесь, поплавали. А кто-то, если кто-то любит лежать именно на пляже, ну, нужно куда-то смещаться. Бар, Ульцин, это, в принципе, песочные пляжи относительно, хотя там и галька есть. Ну, та же Будва, вот, которая мне не нравится. Так. Вопрос от Мигеля. There is no place like home. Он пишет, что нет лучше места, чем родной дом. И рады ли мы вернуться домой? Ну, это вообще такой вопрос, который можно было не задавать. Конечно, рады. Конечно, рады. Если бы не война, и я бы вообще никуда не уезжала. Мы любим путешествовать. Ну так, что когда ты живешь дома, уехал на недельку, на две, вернулся. Но сейчас мы больше вынуждены где-то находимся, по чужим углам, как говорится, чем в родном доме. И вот сейчас мы дома уже почти 2 недели в Одессе. И, ну, хорошо, дома, конечно, хорошо. Не хочется уезжать, но, наверное, этот год еще придется побыть где-то. Да, ты любишь дома быть? Да. Что молчишь? Вот вопрос больше про Асю. Какие у Аси планы? Остается ли она в Германии? Вот. И с любовью из Шотландии написал Джон Барретт. Ася уже не в Германии как месяц, просто, возможно, многие не знают, хотя она в Инстаграм свой ставила фоточки. Ася месяц уже в Калифорнии живет. Наверное, больше о своих планах должна рассказать не мама, а она сама. И она собиралась, по крайней мере, в ближайшее время, не знаю в какое, снять видео для своих подписчиков на своем канале, собственно, в Ютубе, и рассказать, что она делает в Калифорнии, чем она занимается, ну и какие у нее планы в дальнейшем. Как обстановка в Одессе? Можно ли ходить будет на пляже в сезон? Конечно, нет. Сезона не будет. Какой сезон, ребята? Мины как плавали, так и плавают, ну, по крайней мере, так мы это видим. Вот. Ходит везде Нацгвардия, полиция, все гоняют. На пляжах находиться нельзя. Это мы сейчас здесь спустились на дикий, здесь никого нет. А на больших пляжах, на общественных, особенно когда еще потеплеет и солнышко пригреет, ну, даже загорать не будут пускать. Максимум на плитах возле лонжерона. Поэтому сезона не будет никакого. Пока война не закончится, его в принципе не будет. Невозможен сезон никакой. Вопрос от Нины. Подорожала ли аренда в Одессе и сама недвижимость? Тенденция с новостройками какая? Продолжается ли строительство домов? Это Гений. По поводу аренды. Естественно, аренда в цене упала. В прошлом году она вообще упала на 50%. Сейчас, если брать тенденцию, сравнивать с довоенными ценами, где-то 70% стоимость аренды от довоенной. Новострой. Процентов 70-80 компаний в этом году вернулись на рынок, начали достраивать жилье. Вот. По поводу цен на жилье, конечно, упали, подешевели. У людей денег нет, поэтому цена на квартиры тоже упала на 15-20%. Где-то так. Вот тоже от Нины вопрос. Как обстоит ситуация с работой? Есть ли доходы у людей? И какая работа вообще есть? Ну, ситуация с работой, в принципе, я же говорю, по сравнению с 2022 годом, конечно, рынок труда оживился. Оживился, конечно, не полностью, но работа есть. По поводу оплаты, соответственно, военному времени оплата небольшая, но стабильно что-то выплачивает. То есть, как говорит, кто ищет, тот всегда найдет. Сравнивать довоенный период и сейчас войну, конечно, нельзя. В среднем это 70% от довоенного рынка по рынку труда и по рынку зарплаты. Хотя доллар вырос почти в 2 раза. Поэтому я говорю про гривневую зарплату. А если брать в долларах, то, естественно, очень и очень мало зарплата. Находитесь ли вы в относительно безопасном месте? Есть ли в Украине такое безопасное место? Ну, я считаю, что война по всей Украине, да, но вот сейчас более-менее на Западной Украине относительно безопасно. Их
не трогают, и прилеты там редкие. Хмельницкая область там бывает, вот, во Львове было пару раз, ну и там, в принципе, сейчас тихо. А мы в Одессе, у нас тревоги каждый день, дроны летят через день, то есть бомбят не только военные объекты, инфраструктуру, а так, куда прилетит. У нас просто очень хорошее ПВО, замечательное ПВО, на которое нужно молиться. И поэтому о безопасности здесь, я считаю, что речь не идет. Конечно, нельзя сравнивать с Востоком, с Бахмутом, с Авдеевкой, но это вообще страшно. Этих городов уже нет, их просто уничтожила Россия полностью уже. Вот. Если с ними сравнивать, то мы живем в относительно безопасном месте, как-то так. Зоряна Ясинська. Чому ви не розмовляєте українською мовою? Честно, вот написала она без оскорблений, поэтому я этот комментарий оставила. Обычно пишут: вы из Московии, идите до Москвы и так далее. Ну, это все я блокирую, конечно, это, весь этот гнус. Вот отвечу на вопрос, это так. Знаете, есть такая пословица: не кожен є патріотом, хто розмовляє українською, і не кожен є ворогом, хто розмовляє російською. Как-то так. Со мной мама в детстве разговаривала на русском языке. А мы, одесситы, мы живем в Одессе. И вся Одесса разговаривает на русском языке. И это нормально. А те, кто заостряют вот это вот язык украинский, русский, я считаю, что ну, именно из таких людей, Алиса, в принципе, началась война в нашей стране. Нельзя это делать. Это реально страшно. Вы не на то вообще обращаете внимание и не тем заняты. Очень много ребят, наших бойцов ЗСУ, которые сейчас на нуле, на передовой, они разговаривают на русском. Так что теперь? Вот что теперь? Они плохие из-за этого? Ну, это реально вопрос просто вот до маразма доходит. И я вообще считаю, я ни в коем случае не против української мови. У меня ребенок вільно розмовляє українською, я теж. Але дома мы разговариваем на русском. Ну, разговаривали и будем разговаривать, потому что я считаю, что это неправильно принуждать людей к таким вещам. Люди должны разговаривать на том языке, на котором им удобно. И вообще, главное, чтобы человек был хороший, понимаете? Можно говорить украинскую и быть, извините, говном полным, как человек. Вот. А можно разговаривать английским, русским, на иврите. Ну, это вообще абсолютно неуместно и неважно. Поэтому не надо мне задавать этот вопрос. В школе все учителя у нас говорят на украинском, а вот остальные все, ну, как хотят, 50-50. То есть никто абсолютно не заостряет эту тему, не обращает никакого внимания. И это нормально. И еще вот немножко добавлю, я сказала, да, что вся Одесса всегда говорила на русском и не было никогда с этим проблем. Но приезжие, мы все время знали, одессит, да, перед нами, ну или приезжий кто-то, потому что Украина мовный, всегда были приезжие. Область, села, деревни, опять же, я ни в коем случае не против деревень и сел. Я считаю, что каждый должен разговаривать так, как ему удобно. Все, не цепляйтесь, люди, будьте проще. Dave, so glad you are together. What is your plan visit next? Я поняла. В общем, что мы собираемся делать дальше и куда мы собираемся ехать. Я так скажу, что вот сегодня вы смотрите это видео, и именно сейчас в этот момент я за рулем, и мне нужно проехать 2400 километров. Куда мы едем, я вам расскажу в следующем видео во вторник, и вы узнаете это место, мы там уже были раньше. Место, конечно, шикарное. Это берег моря, едем мы всего лишь на 2 недели. Едем просто отдохнуть. Все, никаких планов о жизни там нет. После этого мы вернемся домой в Одессу. Ну все, в принципе, вот основные вопросы, которые мне попали здесь под этим моим комментарием в сообществе, я думаю, что я на них ответила. Если на что-то не ответила, прошу меня простить и написать еще раз, отвечу в письменном виде. Сейчас еще немножко мы погуляем. Сегодня такая классная погода, а завтра уже начинаются дожди. Вообще весна холодная у нас. В Одессе холодно, вот, потому что обычно в это время мы уже загорали, ходили в майках и футболках, а сейчас еще в курточках, ветер холодный. Будем собираться. А что у тебя там? Ты где взяла? А? Папа дал? Да ты что, вот это тебе повезло. Так люблю этот пляж, вообще, здесь все мое детство, все студенческие годы прошли, кстати, про пищевую академию. Мы с одногруппниками приходили сюда, и здесь всегда шашлыки жарили, мидии, у нас пацаны ловили мидии, вот здесь вот за этими камнями их очень много было. И решетка была, знаете, как в общаге с холодильника снимали и ставили эту решетку, мидии на огне, ну, было классно. Хорошие были студенческие времена.
хочу уходить, я бы еще побыла. Есть куча дел сегодня у нас. Держись крепко. Ну, такой дурдом у меня дома. Пока соседей нет. Ты сейчас уронишь ее, Тая. Поехали. Смотри, знаешь, что сейчас мы маме покажем? Давай сейчас. Крепко держишься, еще крепче возьмись. Детки резвятся в коридоре. Сейчас. Давай сильно-сильно. У нее голова закружится, Тай. Ноги подальше, подальше. Давай маме показывай вот так. Голову назад, назад, вот так, как ты держала. Давай. Очень крепко держи, держись. Да, держу. Смотри теперь, что мы умеем еще. Давай. Давай, смотри. Голову назад, голову назад. И поехали к маме. В комнату заедем. Не надо. Сима в шоке, думает, что они делают такое, да? Кот,